Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам в вербное воскресенье. Напоминаем всем, что в этом 2024 году вербное воскресенье у нас с вами 28 апреля, а Пасха будет 5 мая. Также мы с вами, друзья, поделимся определенными ритуалами, практиками, обрядами, которые обязательно постарайтесь прочитать и произнести в этот день. Они будут в описании к этому видео. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «мне во благо», и пусть Вселенная приумножит и добавит это в вашей жизни. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Итак, друзья, 28 апреля православные христиане отмечают один из 12 главных праздников нашего церковного календаря. И это вербное воскресенье. Но этот праздник известен как Вход Господень в Иерусалим и занимает особое место в духовной жизни верующих, предшествуя Пасхе и следуя за Рождеством по значимости и величию. Название «Вербное воскресенье» происходит от традиции благословлять и освящать ветхие вербы в этот день. Верба, растущая практически в каждом уголке нашей страны и других странах с православной традицией, символизирует новую жизнь и пробуждение природы. Она заменяет пальмовые ветви, которыми, согласно Евангелию, народ встретил Иисуса Христа при его торжественном въезде в Иерусалим. И вы знаете, это событие имеет глубокий библейский и духовный контекст. Вход Иисуса Христа в Иерусалим символизирует его готовность принять страдания и смерть ради спасения человечества. И торжественная встреча Иисуса народом, который махал ветвями и прокладывал свои одежды перед ним, символизирует признание его как Мессии, что является кульминацией его земного служения. Вербное воскресенье во всех православных храмах проходят праздничные богослужения, где освящают вербные ветви. Эти ветви уносят потом домой, где они служат своеобразным оберегом до следующего года. Верующие часто ставят их у икон или над входными дверями, тем самым веря в их защитную силу от злых духов, болезней. Также в этот день принято готовить особенные блюда. Например, в некоторых регионах хозяйки пекут особые вербные пироги, символизирующие ветви, которыми встречали Христа. Этот праздник – это время для семейных собраний и духовного обновления. Вербное воскресенье остается и важной датой в календаре православных христиан, напоминая о бесконечной любви и жертвенности Христа. Этот день приглашает нас поразмышлять не только о духовном возрождении, но и о возможности начать жизнь с чистого листа, отпустив старые обиды и приняв новые вызовы. Вербное воскресенье, известное также как Вход Господень в Иерусалим, отмечается православными христианами как один из 12 главных праздников церковного года. Этот день не только важен для верующих из-за его глубокой исторической духовной значимости, но и из-за уникальных традиций, которые с ним связаны. Вербное воскресенье предшествует самой значимой событийной серии в христианстве – Страстной неделе, завершающейся воскресением Христовым. События этого дня описаны во всех 4 Евангелиях Нового Завета, которые повествуют о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно библейской истории, Иисус прибыл в город на осле, что символизировало скромность и мир, в отличие от военного героя, который бы пришел верхом на коне. Народ встречал Иисуса, размахивая пальмовыми ветвями и кладя свои одежды перед ним на землю в знак почтения и приветствия. И вход Господень в Иерусалим символизирует вступление Иисуса в последнюю фазу своего земного служения. Это событие знаменует начало его пути к страданиям и к распятию, а также к последующему воскрешению, что является основой христианской веры в искупление и вечную жизнь.
Вербное воскресенье таким образом напоминает верующим о цене, которую Иисус Христос заплатил за спасение человечества, и о том, как важно следовать Его учениям о любви, мире и скромности. В этот день в церквях происходит освящение ветвей вербы или пальм, которые символизируют ветви, встречавшие Христа при Его въезде в Иерусалим. После богослужения эти освященные ветви люди забирают домой как благословенный символ, который будет служить защитой дому и его обитателям от зла на протяжении всего года. Существует поверье, что верба обладает особой силой, ведь даже в условиях нашей зимы она первой начинает опускать почки. Дата вербного воскресенья определяется относительно двух важных событий в церковном календаре – Лазаревой субботы и Пасхи. Лазарева суббота – день, когда вспоминают чудо воскрешения Иисусом Лазаря, и отмечается за неделю до Пасхи. Следующий день после Лазаревой субботы – воскресенье, и есть вербное воскресенье. Таким образом, этот праздник всегда приходится на последнюю неделю перед Пасхой, открывая тем самым страстную неделю, последнюю неделю Великого Поста, во время которой вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Обращаем ваше внимание, что в этом 2024 году вербное воскресенье приходится на 28 апреля. И Пасха в этом году будет отмечаться на следующее воскресенье, то есть 5 мая. Эти даты имеют важное значение для православных верующих, так как они задают временные рамки для различных религиозных наблюдений и церемоний, особенно в период Страстной недели. Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресенье, является одним из 12 праздников в православном календаре. Это событие, описанное всеми 4 евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, имеет глубокое библейское и символическое значение, отражающее собой один из важнейших моментов жизни Иисуса Христа. Событие, предшествующее входу Господнему в Иерусалим, начинается с чудесного воскрешения Лазаря, которое произошло в Вифании. Лазарь, близкий друг Иисуса, умер и был воскрешен спустя 4 дня после своей смерти, что стало мощным свидетельством божественной силы Христа и укрепило веру многих последователей. Это чудо привлекло внимание множества людей, которые решили следовать за Иисусом в Иерусалим, чтобы отметить с ним пасхальные праздники. Иисус въезжал в Иерусалим на молодом осле. Это символизировало скромность и мир, в отличие от традиционного въезда царей и завоевателей на коне, что означало войну и само завоевание. Въезд на осле подчеркивал мирную миссию Христа и его намерение установить духовное, а не земное царство. Люди, которые собрались в Иерусалиме, встретили Иисуса с восторгом и благословением. Они расстилали свои одежды на земле перед Ним и махали пальмовыми ветвями, символизирующими победу и мир. Эти действия были выражением уважения и почитания, а крики «Осанна» подчеркивали признание Иисуса как Мессии, Спасителя, который по их вере пришел освободить их. Пальмовые ветви, использованные при встрече Иисуса, являются символом царской власти и победы, что иронично контрастирует с миссией Христа, направленной на служение и самопожертвование. Вход Господень в Иерусалим символизирует начало пути к страданиям, смерти на кресте и воскресению, что является основой христианской веры в искуплении и спасении. Вербное воскресенье – это один из самых значимых дней в православном календаре и отмечаются верующими с X века. Этот праздник известен также под названиями, как Вербная неделя, Вербич, Вербница, и пронизан глубокими традициями, связанными с началом весны и возрождением природы.
В России и в странах бывшего СССР, где пальмы, традиционные для библейских мест, не растут, символические пальмовые ветви заменяют ветвями вербы. Верба – это первое дерево, которое расцветает после зимы и символизирует новую жизнь и надежду. Ее ветви используют в качестве символа благословения и защиты от злых духов. В древности вербу считали магическим растением, способным привлекать здоровье и удачу. По традиции сбор самой вербы происходит в Лазареву субботу или за несколько дней до вербного воскресенья. Важно, что ветви были свежими на момент освящения, поэтому их рекомендуется поставить в воду или хранить в прохладном месте. Освященные ветви вербы затем забирают домой, где их ставят возле икон и окон, чтобы они служили защитой дому и его жителям. Вербное воскресенье во всех православных церквях проходят праздничные богослужения, включая крестный ход, который символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Верующие несут в руках освященные вербные ветви, что отражает их участие в библейском событии и выражает радость и почтение перед Христом. Также с вербным воскресеньем связано множество народных примет. Считается, что если на вербное воскресенье пойдет дождь, то год будет урожайным. Верба, принесенная в дом, должна оставаться там до следующего года, до нового вербного воскресенья, обеспечивая тем самым дом благополучием и защитой. Этот день также является и временем семейных собраний, когда родные собираются все вместе, чтобы поделиться радостью праздника и молитвой. Многие также используют этот день для начала новых дел и проектов, ведь возрожденная природа вдохновляет на новые начинания. Один из центральных ритуалов этого дня – это освящение веточек вербы, которые по православной традиции символизируют не только ветви, размахиваемые при входе Иисуса Христа в Иерусалим, но и возрождение, чистоту и защиту. Освящение веточек вербы традиционно проводится в субботу после вечернего богослужения, известного как всеночное, или в само вербное воскресенье после утренней литургии. Это время выбрано не случайно. Оно совпадает с моментами, когда верующие наиболее активно участвуют в церковных службах, подготавливаясь к встрече Пасхи. В процессе освящения священник читает специальные молитвы, в которых просит Бога благословить принесенные веточки, чтобы они стали источником защиты и благословения для тех, кто их приносит в дом. И следует молитва, которая связана с благословением. После молитвы священник окропляет веточки святой водой, символизируя их очищение и освящение. В этот момент вербы становятся не просто растениями, а святынями, обладающими особой силой. По традиции освященные веточки вербы не выбрасывают, поскольку они считаются уже оберегами. Их обычно хранят в доме, возле икон или на другом видном месте, чтобы они могли защищать дом и его обитателей от нечистой силы, негатива и так далее. Вербу стоит держать в доме до следующего вербного воскресенья, когда старые веточки заменяются на новые. Что же можно делать в вербное воскресенье? И вербное воскресенье, как вы уже понимаете, это является важное событие в церковном календаре. И это время, когда все мы с вами начинаем постепенно готовиться к приближающейся Пасхе, совершая последние подготовки, соблюдая пост. Несмотря на строгость поста, в вербное воскресенье допускаются некоторые послабления, особенно в питании. В этот день церковь разрешает употребление рыбы, что делает его особенным для тех, кто соблюдает Великий пост. Это отличная возможность разнообразить постное меню богатыми блюдами, которые при этом соответствуют правилам поста. Рыба может подаваться в самых разных вариациях, от просто запеченной до изысканных рыбных пирогов и котлет. Она не только украшает праздничный стол, но и обогащает рацион полезными жирами и белком. Также вы можете использовать и различные виды каш, такие как гречневая, рисовая, пшенная, могут быть приготовлены на воде или с добавлением растительного масла и сухофруктов для придания сладости и аромата. Салаты из свежих или запеченных овощей, постные голубцы, наполненные рисом и овощами, овощные рагу и котлеты из чечевицы или бобов являются отличным дополнением к столу.
Грибы и разнообразные бобы, включая фасоль и чечевицу, могут использоваться в супах, основных блюдах или как гарниры. Фрукты можно использовать, постные пироги с ягодами, с фруктами, а также десерты на основе орехов и меда позволяют завершить праздничный обед сладким акцентом. Кроме того, вербное воскресенье – это время духовной подготовки и семейных традиций. Поэтому в этот день многие посещают церковные службы, участвуют в крестных ходах и, конечно же, освящают ветви вербы, которые затем становятся символом защиты и благословения в каждом доме. Церковь также разрешает употребление небольшого количества вина в этот день, что символизирует радость и праздничное настроение, предваряющее Пасху. Давайте теперь поговорим о том, чего же не следует делать в этот светлый праздник. И этот день, как вы уже поняли, символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим и встречается верующими с особым трепетом и уважением. Поэтому традиции этого дня наполнены духовным смыслом и существует ряд вещей, которые принято избегать в вербное воскресенье. Поэтому, согласно традициям, в вербное воскресенье не следует вспоминать печальные события или предаваться унынию. День наполнен символизмом победы и радости, поэтому важно сохранять легкий праздничный настрой. Вместо грусти и раздумий лучше сосредоточиться на положительных аспектах жизни и духовном обновлении. Вербное воскресенье – это не время и для посещения кладбищ и поминовения усопших. Для этих целей в православном календаре предусмотрены специальные родительские дни. Поминать усопших в этот светлый день считается неподходящим, поскольку это может омрачить радостное настроение праздника. В вербное воскресенье стоит отказаться от тяжелого физического труда, особенно все, что связано с земледелием и дачными работами. Существует поверье, что все посаженное в этот день будет плохо расти. Это время лучше посвятить духовным практикам и собраться в семейном кругу. В вербное воскресенье крайне важно избегать любых конфликтов и ругани. Следует стремиться к миру и гармонии с окружающими людьми, особенно с близкими и с родными. Этот день подходит для прощения обид и восстановления любых разорванных связей. Кроме того, в этот день, хотя в этот день и разрешается употребление рыбы, но все-таки избегайте готовки сложных и трудоемких блюд. Многие предпочитают готовить пищу заранее, чтобы провести вербное воскресенье в спокойствии и уединении, сосредоточив внимание на молитве и размышлениях. Также проведение свадеб и шумных праздниц в вербное воскресенье не приветствуется. Поэтому это время, когда приоритет все-таки отдается больше семейным ценностям, духовному очищению и подготовке к главному христианскому празднику Пасхи. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите слово «мне на благо». Также в описании к этому видео мы оставим вам слова, которые вам обязательно нужно произнести 28 апреля в вербное воскресенье с помощью вербовых веточек. Поэтому обязательно хотя бы одну молитву или одни волшебные слова прочитайте. Друзья, прямо ставьте лайк сейчас этому видео, если вы еще не поставили, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Вы нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.